Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу вместе с вами провязать образец вот такого узора, который с моей точки зрения подойдет для очень многих летних вещей, как основной, так и как какая-то отделка. К примеру, низ изделия или центральная часть. Узор я вязала по понравившейся мне жилетке, вот этой. Сама жилетка вяжется очень просто, и узор к ней идет тоже несложный, но выглядит очень-очень эффектно. Итак, приступим. Давайте вместе провяжем один раппорт этого узора, который составляет 18 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Для поворотного вязания нужно прибавить еще одну петлю симметрии и 2 кромочные. Первый ряд: кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Теперь нужно провязать 3 петельки вместе, так чтобы вторая петля была у нас центральной. Для этого я снимаю 2 петельки первые, потом возвращаю первую петлю, подхватываю и возвращаю вторую петлю. То есть первую и вторую петлю я просто меняю местами и провязываю их как 3 вместе. Далее идет 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Это мы провязали с вами один раппорт этого узора. Далее идет лицевая, накид, 2 лицевые, 2 лицевые вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые и 3 вместе. Я на спицу возвращаю первую петельку, потом вторую. И провязываю как 3 вместе. Далее идет 3 лицевые, накид, 2 лицевые с наклоном влево, 2 лицевые, накид. Далее у меня идет 1 петля симметрии и кромочная петля. Вот мы с вами провязали первый ряд нашего узора. Вот эти диагональки продолжаются. Второй и все четные ряды провязываются изнаночными петлями. Все накиды,
2 и 3 петли вместе также провязывается изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевыми с наклоном влево. Для этого я переворачиваю петельку, чтобы передняя долька смотрела на меня. И провязываю вот таким образом. Далее накид, 2 лицевые, 3 вместе. Я меняю первую и вторую петельку местами и провязываю как 3 вместе. Тогда получается центральная петля посерединке идет косичкой. Далее 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, далее 3 лицевые, накид, 2 лицевые, теперь 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо, поменяла дольки местами и продолжаю. 2 лицевые и 3 вместе. Две лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево. Здесь я ничего не меняю, петельки смотрят правильно. Накид, 2 лицевые и кромочная петля. Четвертый ряд я провяжу за кадром, так как он вяжется просто изнаночными петельками. Пятый ряд. Кромочная, 3 лицевых, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, далее накид, 1 лицевая и 3 вместе. 3 вместе в каждом ряду вяжу одинаково. Если вы выберете другой способ вязания этих петелек, тоже вяжите их одинаково. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Это конец раппорта. Далее я вяжу второй раппорт узора. 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю дольки, чтобы не было скрещенных петелек, и провязываю их вместе. Накид, 1 лицевая, 3 вместе, меняю первую и вторую петельку местами и провязываю их вместе. Далее идет лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, это петелька симметрии третья и кромочная петля. Шестой ряд, все петли изнаночные. Седьмой, последний лицевой ряд этого узора. Кромочная петля, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой петлей.
Меняю местами петельки и провязываю их вместе. Далее идет накид. 2 вместе лицевыми с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Это конец раппорта. Но так как у меня их 2, я продолжаю вязание. 4 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 вместе, меняю местами, чтобы вторая петля у меня была центральная. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, 1 петля симметрии и кромочная петля. 8 ряд вяжем изнаночными петельками. Вот так это все получается. Узор очень простой, схема в принципе для него не нужна. Ну, кому проще по схеме вязать, я прикреплю схемку. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.